Она говорит мама, папа, легкие слова, но вот предложение полностью, свои мысли, свои чувства, она уже не может вот это все произнести. Ну, Одинаке сейчас 15 лет. Она закончила 8 класс, вот, получили аттестат. Правда, до этого времени она все еще не может говорить. At 6, Adinay went to study at a residential special school. In Kyrgyzstan, a government body evaluates children with disabilities like Adinay and assesses their educational path. While this is only a recommendation, not all parents know that. А там мне объяснили, вы что, у вас ребенок, вам нельзя в общественную школу. Вы пойдете только на вспомогательную. А главная учеба у нее не пошла. Я замечала, что она не могла писать, не могла читать, буквы не знает. In 2012, the Kyrgyz government promised to close residential institutions and schools, including several for children with disabilities. Children with disabilities in these institutions are sometimes subject to neglect, discrimination, and inappropriate medical treatment. But for these places to close, alternative community-based services need to be in place. Since finishing 8th grade, Adinay's only option is to go to a rehabilitation center while her mother works. But she will no longer be able to attend when she turns 16 next year. И мне бы хотелось найти хотя бы где-нибудь ее устроить, чтобы ее обучили читать, писать или что-то, или обучили чему-то. Но я не могу найти вот такое учреждение. Все права, чтобы на образование, на медицинское обслуживание, на социальную защиту, на все были обеспечены этому ребенку. И только потом мы должны реформировать эти учреждения, закрывать и перемещать ребенка из учреждения в семью. The Kyrgyz government also made a commitment to provide children with disabilities access to an inclusive, quality education. But many children face obstacles trying to enroll in schools where they live. Adilet, a 10-year-old with cerebral palsy, was not welcomed at his local school. Анан кыйма болду, кыйынчылык эле болду. Мектептен директорубуз жок деп каршы чыкты. Элдерим эмне дейт, балдарым эмне дейт, балдар коркот деп. Анан болбой сүйлөшүп анан кийин эме кылдык. Бизден даже директор көргөндө, бизди көргөндө жини келип баягы бизге деген эме директор уруксат берген. Бир жумада бир жолу же бир жумада эки жолу келесиң мектепке деп. А мен болбой эле, мен өзүмдүн эмемени болбой алып бара бердим да. Баягы коомго кошкум келди. Once in school, other issues may arise. School premises may not be accessible for children. Parents say that teachers often are not trained to teach children who have disabilities, particularly if they have intellectual disabilities. Зная, как работать с разными особенностями, вообще-то учитель потом применяет это на всех детей. То есть это обогащает процесс обучения всех детей. Studies show inclusive education benefits all children by promoting tolerance, understanding, and diversity. Inclusive education also supports a child with disabilities to participate equally with others in society as they grow up. Жок, балдар наоборот аябай жакшы кабыл алып атышты. Тим эле жардам берейинби деп тиянан кармашып, биянан кармашып, жетелеп келишип, класска кайсы класска кирет отургузуп тим эле аябай жардам берип атышты. Kanatbek is 19 years old and has cerebral palsy. Вначале сказали, надомное обучение. Мама не хотела, чтобы дома сидели, замыкался, чтобы я ходил на учебу, общался со своими одногодками, чтобы учился общению. Когда я начал ходить в обычную школу, ко мне дети относились по-разному. Некоторые испугались, некоторые удивились к тому, откуда он, почему он так двигается. Но через общение, через знакомство, спустя полгода они уже на меня
смотрели как на обычного человека без каких-нибудь проблем. In Kyrgyzstan, children with disabilities still face major barriers to education in the community. While Kyrgyzstan's effort to close several residential schools for children with disabilities is important, there is much work to do on expanding access to inclusive education. Ну, как видите, я боюсь за свою дочь. На работу она не может работать, учебы нету. И как мы будем жить в дальнейшем? балаңның баягы жакшы нерсени көрсөң ого тер неме болосуң го, алып баш керек экен депчи, калтырып баш керек экен мектептен. Я уже думал, чем я буду заниматься, и программирование это был самый оптимальный вариант. Учеба в программировании, открыть в дальнейшем свою компанию, где будем программировать, где будем людей с ограниченными возможностями принимать на работу.